Приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Второй расклад. Узнай будущее. Что изменит ваши планы, что произойдет, каковы события ближайшего будущего на период с 1 по 10 января. Давайте узнаем. И будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но попробуем заглянуть в будущее и переложить на ту составляющую жизни, которая у вас в данный момент проигрывается. Жизнь не бывает полностью предсказуема, но иногда стоит рассмотреть альтернативные варианты, вот как карты Таро. И у нас сегодня две колоды. Колода Таро, на которой мы поподробнее раскроем некоторые позиции, и колода Ленорман. Не задаем вопросы, а позволим картам те события, которые в ближайшем будущем могут состояться, для нас раскрыть, прояснить. Достанем 4 карты для знака зодиака Весы. Итак, события ближайшего будущего. Первая карта. События ближайшего будущего. Вторая. Что случится, что произойдет, с чем вы столкнетесь, может быть. Какие вопросы вам придется организовывать, решать, в какой сфере жизни. И на колоде Таро первая карта. Неожиданность. Пусть будут приятные сюрпризы, мои дорогие весы. Но с чем это может быть связано? Давайте узнаем. Неожиданность. В чем ваша сила, в чем ваш успех, приоритеты ваши или что вам помогает? Может быть, что само идет в руки. И тоже надо не упустить. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, энергия, финансов, деньги смотрим, личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце расклада. Итак, что же за события ближайшего будущего? Ух, поездки, перемещения, переезды в эти 10 дней. Может быть, вы уже встречаете, где-то встречали Новый год вдалеке от дома. Или для кого-то из вас может проиграться и так и командировки какие-то по работе. Или вы сами для себя какие-то новые перспективы построили, поставили и будете притворять в жизнь. И они будут связаны тоже с какими-то перемещениями. Может быть, это перемещение по инстанциям, мои дорогие. Вы организуете какое-то дело или хотите что-то осуществить, получить документ конкретный. Это тоже требует от вас активности. Но это один из символов Меркурия, корабль. Это в принципе нам карта говорит. Много общения или большой, широкий как бы диапазон людей может быть в этот период. Или работа с большим объемом информации. По этой карте перемены, мои дорогие, вы на пороге перемен, что тут скажешь. И эти перемены могут быть неожиданны. И вот эти 10 дней где-то могут быть такими захватывающими, интересными. Новые перспективы могут открываться. Что-то не прошляпить будет определенно важно, потому что, как мы говорили, жизнь не бывает полностью предсказуема. И часто возможности к нам приходят с той стороны или таким путем, который мы точно не ожидали. Поэтому чего-то не упустить. Главная задача на 10 дней. События ближайшего будущего. Якорь. И при этом, при всем у вас сильная позиция. Вы можете где-то, с учетом аркана корабль, неуверенность уже испытывать. Потому что, когда перемены в нашей жизни происходят, мы не можем что-то просчитать наперед. Причем сделать это так наверняка. А карта все-таки говорит, у тебя сильная позиция. Якорь. Это есть от чего оттолкнуться. Или есть надежный тыл, мои дорогие, есть помощники, или есть то, что мы называем словом благополучие. Поэтому благополучие в эти 10 дней присутствует. Вообще хорошее настроение, очень приятное сочетание этих двух карт. Если мы говорим события ближайшего будущего, да, есть какой-то интерес, есть элемент новизны, может быть и поездки какие-то вдохновляющие, но есть и то, что, где мы можем прийти отдохнуть, наш уютный дом или место вашего пребывания. Хотя я должна сказать, у нас Уран находится в знаке зодиака Телец в ретро-движении и по аркану Якорь. У кого-то могут быть наиболее актуальные вопросы именно вашего места пребывания. Где вы находитесь или где вы будете находиться. Если вы планируете переезд, значит, есть какая-то тема, когда вам вот этот якорь словно нужно бросить где-то в другом месте. И тогда вы будете собирать информацию,
и впитывать ее словно губка с учетом аркана корабль. Но перемены, они уже словно высшими силами запланированы, мы чего-то не избежим. События ближайшего будущего, да, чего-то мы не избежим, но на вашем пути нужно быть определенно внимательным. У лиса хитрость, коварство. Вы можете столкнуться с такими людьми. И, кстати, не обязательно это могут быть люди. Это может быть как какая-то новость, которую вы совершенно не ожидали. Может быть, обстановка, обстоятельства вокруг вас меняются. Не обязательно вот мы про людей говорим и думаем чаще по карте леса. Почему? Потому что, ну, как персонаж проходит. Но, тем не менее, это силы вот эти какие-то обманные или, ну, как искажение реальности, как наши какие-то иллюзии по поводу того, что будет что-то продолжено, к примеру. А ну возьми да поменяйся. Наверху корабль нам выпадает. Или когда мы думаем, что в чем-то одном у нас уже очень сильная позиция, и это словно на века. А тут тоже что-то может измениться. Тут я бы сказала так, мои дорогие, могут прийти перемены с той стороны, где вы их не ожидаете. И поэтому держите руку на пульсе. Ну и не будет лишним быть внимательным к собственному окружению. Для кого-то из вас это вы находитесь уже среди другой общности, среди других людей, может быть, других традиций. И вам нужно быть тоже осторожному, потому что еще не отстроено какое-то взаимопонимание, или у вас не отстроен круг ближайшего общения тех людей, на которых вы можете опереться. Да, что-то надежное есть, тылы надежные есть, но, возможно, новые люди приходят, которых вы не знаете, или обстоятельства какие-то приходят, когда меняется что-то в жизни людей, которые вам близки, и вам или на вас это тоже оказывает влияние, как событие какое-то. Вы еще не знаете, как с этим взаимодействовать. Я бы сказала, не рискуйте собой, мои дорогие весы. Вам тут придется что-то изучать. Или вы получите в эти 10 дней важное сообщение, или будете как раз искать возможность оформить тот или иной документ. Письмо – это может быть важный документ, или то, с чего вы представлять можете, или планировать, что вот я как только это получу или закрою этот вопрос, на руках у меня будет, ну, какая-то бумага, я уже могу действовать дальше. Тогда, значит, вы будете изучать, как решить, закрыть этот вопрос, или для себя какую-то тему с множеством неизвестных слов на уравнение, тогда это будет говорить карта леса, вы где-то ожидаете даже подвоха, что у вас какое-то дело не получится. А вы знаете, я бы сказала, что у вас все равно все получится. Ну, есть такая фраза: не мытьем, так катаньем. Вот что-то подобное у вас может проиграться. Здесь по карте письма вам предлагают даже рассмотреть какой-то новый альтернативный вариант. Может быть, тот, который открывается для вас внезапный. Или в эти 10 дней что-то будет неожиданно, к чему вы не готовы. Вы можете воспринимать, что это вас пытаются обмануть, кстати. Но быть осторожному определенно все же стоит. Но я бы сказала и не отказаться сразу. Когда выпадает аркан письма, это будущее, повторюсь, открывает. Нам вот изображена дверь, оно выглядит как будто как окно. И свет, пространство. Нам нужно туда шагнуть, нам нужно туда перейти. Словно сделать вот этот квантовый скачок в будущее. И даже если нас что-то удерживает, или где-то есть сомнения, но, может быть, аккуратные какие-то действия от вас потребуются, но мы не можем от этого отказаться. Голубь изображен, и это символ мира, символ надежды, символ, в принципе, даже благополучия. Поэтому что-то новое, еще нами неизведанное, через информацию приходит в вашу жизнь. Давайте узнаем неожиданности. Ну, не сказал бы, что по этой карте неожиданности, король пентаклей. Здесь может быть в неожиданность как проявление заботы о вас, мои дорогие, или помощь вам, или содействие конкретного человека, причем человека статусного, или того человека, который очень большой реалист, который создал себя сам, который умеет правильно видеть те вещи, которых мы проживаем, именно благополучие какое-то, умеет, может быть, найти точки правильные контактов с высокими чиновниками, все-таки это статусная карта,
умеет отстроить свой бизнес, к примеру, как партнер по бизнесу может проходить, умеет помочь в трудную минуту конкретно деньгами или проявлять заботу. Где-то это та карта человека, которого можно характеризовать следующим образом. Он не боится брать на себя ответственность. Единственный момент, с чем у него сложновато, это с вдохновением, мои дорогие. Но зато у вас, мои дорогие весы, с вдохновением полный порядок. Поэтому тут может быть какой-то очень хороший союз или тандем, партнерские отношения у кого-то и по семье, а у кого-то и по работе, может быть, релокация офиса. Тогда у вас есть поддержка, мои дорогие. И если был человек, вот, кстати, лиса, вы могли в ком-то сомневаться. Может быть, это вы фильтруете ваше окружение. Кто за меня, а кто против меня, от кого мне ожидать подвоха. И значит, даже если и есть те персоны, от которых стоит ожидать подвоха, но есть и вот этот якорь, как минимум один человек. И в наше сложное время это более чем достаточно, поверьте, значит, мы можем и должны на кого-то опереться. С кем-то правильно взаимодействовать, я бы сказала, не отказаться. В чем ваша сила? Где-то и вы, мои дорогие весы, в неожиданностях будете для себя, может быть, много работать. Или какая-то тема у вас может активизироваться в эти 10 дней, когда вы понимаете, куй железо пока горячо, все-таки король Пентаклей. Это вы будете где-то в этих энергиях тоже находиться, потому что есть, сложилась какая-то обстановка. И вам необходимо предпринять какие-то действия для вашего именно благополучия или для ваших денег. Здесь могут быть как и согласования с банками, здесь могут быть по королю Пентаклей, когда вы обращаетесь, опять же, либо в инстанции, либо в налоговые органы для того, чтобы для себя либо закрыть кредит, либо прояснить какую-то финансовую обстановку, либо что будет дальше с моими финансовыми активами. В чем ваша сила? Вы сумеете выдержать какое-то напряжение, и работы, возможно, действительно будет много. Или каких-то новых направлений, когда вам и старое, как будто вот этот якорь нужно согласовать с тем новым, что у вас сложилось на данный период времени. Или то, что вам предложено, или то, что вы сами себе наметили, как новую перспективу, или ваш план, ваша цель. Вот те цели, которые вы поставили, вам придется им уделять особое пристальное внимание. Может быть, даже в мелочах где-то. И на этом словно в 10 дней все не заканчивается, а еще будет какое-то ваше направление с учетом аркана письма добавляться как раз новыми событиями или новыми, как информация новая, которая может приходить через документы или, может быть, как сообщение даже в мессенджере. Вам кто-то пишет, и вы понимаете, что так вот первые шаги я сделал, а теперь я могу делать последующий шаг. И по десятке жезлов, что он помогает. Ну, все то, что касается вашей занятости в плане именно перспективы вашей, или то, что будет означать ваше благополучие. Вот тут как раз терпение, труд, все перетрут. Но для вас будет также помогать, когда вы минимизируете в эти 10 дней распыление словно своей энергии. Вы больше концентрируетесь, чтобы сделать что-то, что у вас стоит на данный период времени в приоритете. Не пытайтесь объять необъятное, это вам будет тоже помогать. И вам будет помогать, когда вы делегируете какие-то рутинные, может быть, свои обязанности кому-то другому. Пусть это сделают другие. То, что, может быть, и должны были делать, но вы кому-то прежде много помогали. Здесь какая-то перерокировка у вас будет помогать и вам высвобождать свободное время, может быть, даже для отдыха, мои дорогие весы, потому что период ожидается этих 10 дней достаточно активный, несмотря на то, что вроде бы праздники, но у кого-то это про работу будет, да, проиграется именно профессиональная палитра, а у кого-то сентиментальная, может быть, вопросы дома, вашей пары, вашей семьи, что вы там наметили, но все равно и отдых должен быть, он как-то организован с вашим трудом наиболее продуктивно. Дела, работа, бизнес. Ну, правда, перемены. И вы как раз на пороге перемен, сдачи экзамена. У кого-то напрямую, кто учится, сдаете экзамен. Для тех, кто не учится и, может быть, даже
сейчас скажет, что как бы в моем возрасте что-то учить можно, а тем не менее учить всегда что-то можно. Но тогда для вас будет карта говорить о том, что это вы сдаете какой-то жизненный экзамен. Вот эти перемены, как я говорила по аркану корабль, мы уже не отменим. Колесо истории, колесо вашей фортуны, вашей судьбы. А для вас 2025 год должен быть особенно каким-то продуктивным, интересным и захватывающим. Вы можете осуществить или продвинуться к своей мечте. Поэтому какие-то возможности важно не упустить. Но, видимо, есть еще какие-то вопросы из прошлого, которые вы как раз будете решать. Совместить то, что вы намеревались прежде, или то, что у вас не решено. И как раз Уран у нас в ретро-движении в Тельце. А Телец – это все то, что касается благополучия. И для каждого из знака зодиака это и есть какой-то пересмотр прежних каких-то взаимоотношений по работе или в личной жизни, или с документами, с чиновниками, да с чем угодно связано. Но мы должны некоторые вопросы закрыть, чтобы они для нас не означали какую-то обратку в будущем. Они нам попросту не мешали сдать вот этот экзамен жизни. И вот чем-то подобным вы будете заниматься. И это будет действительно касаться больше дела, работа, бизнес, документы, деньги или учеба. Что же деньги? Новая возможность заработков. И, может быть, это какие-то первые шаги в новом направлении, в новой должности. Или это ваши планы по поводу того, что каким образом или откуда ко мне будут приходить деньги. Может быть, вторичный доход. По пажу жезлов это наш инсайт, это наше какое-то основополагающее решение, но мы еще должны действительно что-то изучить. Или научиться правильно взаимодействовать, к примеру, с новыми системами взаиморасчетов. У кого-то изучение электронных денег, кстати. У кого-то будет работа, связанная с интернет, или вы можете рассматривать работу из любой точки мира. Все же у вас первый аркан – это корабль, и пространство, Вселенная, все по этому аркану тоже проходит. Или работа с учетом новых технологий, каких-то цифровых технологий, искусственного интеллекта. Но это то, что вам, опять же, нужно изучить. Вам нужно адаптировать приход денег в вашей жизни. Это как-то по-новому будет, поэтому концепция денег, финансовой грамотности, она идет в каком-то новом ключе. Вы не можете что-то оставить по-старому тоже. Вам придется либо себя организовать на что-то, либо пересмотреть именно через финансы ваши последующие действия или приход, доход, адаптировать себя самому какой-то новой сумме, может быть, по финансам. Такое я тоже могу предположить. Давайте, что будет в личной жизни. Здесь именно учеба, нежели какая-то активность. Здесь уделить внимание, чтобы для себя правильные приоритеты по деньгам взять. Или, знаете, избавиться от иллюзий. Какое-то важное решение по финансам вы точно будете принимать в той или иной области. Кто-то может, кстати, уменьшить свои дотации. Это когда вы кому-то помогали, потому что вас жизнь сейчас вынуждает пересмотреть финансовую, опять же, составляющую. Вот интересно, рыцарь жезлов, я ведь уже достаточно сделала знаков зодиака, точнее, видео для знаков зодиака. И поверьте мне, и вам одним выпадает рыцарь жезлов, словно первые 10 дней Нового года для нас будут как открывать, ну, какие-то новые события. И с ними событиями или новостями будут приходить новые возможности, но, видимо, еще и будет какая-то данность, когда нам, ну, как высшие силы или Вселенная, или обстоятельства, назовите как угодно, нас заставляют взять новый ракурс или новую какую-то новое направление в нашей жизни, может быть. Рыцарь жезлов не совсем про любовь карта. И жезлы, опять же, дела, работа, бизнес, деньги. Рыцарь жезлов может свидетельствовать о том, что вам как раз в эти 10 дней придется ускориться, потому что появляется какая-то возможность оформить документ, или на работе как-то складывается ситуация, или по вашему бизнесу, направлению вашего творчества или вашего ремесла, вашей работы, вашего личного дела, то, что вы хотите осуществить. Вот здесь какие-то неожиданности открываются, и куй железо пока горячо. Если мы что-то отложим на потом, завтра этих возможностей нет.
То есть ускориться придется. Хотя для кого-то из вас это будет напрямую перемещение, когда вы куда-то едете или к вам кто-то приезжает, но может быть и гости. Но я больше вижу концепцию, которая связана или с деньгами, или с документами, или с вашей работой. Я хочу добавить карты, чтобы немножко прояснить. Не совсем про любовь, правда. Но вам будет нравиться этот драйв. По рыцарю жезлов лучший драйв, чем болото. И правда, тут самое главное, успевай отдохнуть. Вот так нам говорят карты. Что тут у вас переворачивается? Праздник. Вот от чего-то вы не должны отказаться, мои дорогие весы. Ну, сам по себе праздник, встреча с друзьями. Может быть, это вы будете спешить на какую-то встречу. Такое тоже предполагаю. А вообще, знаете, тут какие-то перемены могут быть у вас, мои дорогие весы, которые ведут к смене статуса. Императрица – это символ нового «я». И пусть меня смотрят мужчины. Для мужчин, конечно, это может проиграться важная женщина в вашей жизни. И у кого-то это будет проигрываться, кстати, как партнерские добрые отношения. С одной стороны, это вы. И тоже будете готовы взять ответственность за человека. И человек в ваших же энергиях готов взять ответственность за вас. Но это больше дипломатия. Дипломатом быть придется. Ну, в вашем знаке зодиака дипломатия как раз это главный приоритет, поэтому проблем с этим не будет. Может быть, как раз дипломатия вам помогает быть правильно понятым или правильно оценить какую-то обстановку, уйти вот от каких-то лиц. Так красиво выйти сухим из воды. Я такое тоже допускаю. Или решить какие-то злободневные вопросы. Но на кону смена статуса. У кого-то эта смена статуса может быть и по работе, реорганизация, а у кого-то это по личной жизни. Мои дорогие девочки, прообраз Венера, ваша планета-управитель. И я могу допустить, вы можете узнать в эти 10 дней «я жду ребенка», если для вас это актуально. Или вы можете получить предложение руки и сердца, такое тоже могу допускать. Понятно, не для всех. Но у кого история прежняя уже к этому как будто шла. Для вас могут открыться новые перспективы. Это для всех. Неважно, кто меня смотрит, потому что символ нового «я» и корабль, перемены. Тут, правда, какие-то очень добрые, благополучные перемены с праздником, но еще с каким-то драйвом, когда себя организовать и адаптировать нужно попросту к новым условиям или к новым обстоятельствам. Давайте карту «Совет», «Мир», весь мир у ваших ног. От чего-то не отказаться. Карта возможностей. И вы знаете, прописано «нет ничего невозможного». Хотите почестей, хотите популярности, лавровый венок, она к вам придет. Хотите быть в центре внимания, руководителем, построить карьеру, пожалуйста, лев. Хотите работать с большим объемом информации или, ну, вообще как бы информационная деятельность, она вам интересна, пожалуйста. Хотите деньги, пожалуйста, телец, вот с крыльями буквально прообраз благополучия и денег. Хотите любовь, тоже. Нет, повторюсь, ничего невозможного. Но может быть, карта совет. Удели внимание своему имиджу, правда, если мы смотрим как совет. Потому что имидж имеет, видимо, принципиальное значение для вас в 2025 году. Может быть, словно сломать какой-то шаблон представлений о вас. Может быть, и уделить внимание своему здоровью, хотя и добрая карта. Но вот нам тут показана девушка-гимнастка, не случайно. И наш имидж – это наше здоровье тоже, наша бодрость. Как будто в последующем потребуется физическая активность для вас, или много перемещений, или большая какая-то активность по работе, и должно хватить на всю силу вас, мои дорогие. Но вы сами можете измениться. Для вас пространство, Вселенная открывает новые возможности. И по аркану мир – это правда у кого-то возможность путешествовать или переехать, осуществить какую-то давно забытую мечту, может быть, или поставить перед собой новые цели и идти по направлению к осуществлению этого. И в конечном итоге у нас получится это осуществить. За 2025 год вы сумеете продвинуться так далеко или оказаться даже в том месте, где вы прежде не предполагали, если где-то будете правильно воспринимать то,
что приходит на ваш порог, сами будете активничать, безусловно. Поэтому тот, кто сейчас словно ограничил или находится в полном одиночестве, пора выходить из периода отшельника, я бы сказала так. Весь мир у ваших ног, и новые возможности перед вашим знаком зодиака открываются. Самое главное — быть к этому готовому и желать вот этих самых перемен и этого драйва, который всяко разно лучше, чем какое-то, ну, стоячее болото. Праздник впустите в вашу жизнь, мои дорогие весы, и она заиграет совершенно новыми красками. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.